Ребят, всем здравствуйте! Вот эти две орхидеи мне дали на передержку. Моя подруга перекочевывает с квартиры на квартиру, у них предстоит ремонт. И, соответственно, ухаживать, ну, и некогда будет. И вот эта вся пыльная, сильно пыльная атмосфера строительная для орхидей тоже, ну, не есть хорошо. И она знает, что я истинный архолюб. Конечно же, она привезла их мне. Если честно, я такое не практикую. Это у меня впервые вообще за все то время, когда я нахожусь с орхидеями. Но просто как не помочь своей подруге? Почему я не беру орхидеи на передержку? Во-первых, это чужое растение. И я в коем мере несу за них ответственность. Также я заранее Татьяну предупредила о том, что если вдруг что с ними случится, прошу меня не винить. Потому что в жизни бывает всякое. Вот вроде бы все нормально, все хорошо, и на тебе. Не дай бог, конечно, но какая-то гниль приключается, что-то еще, какие-то бактериалки. Поэтому говорю сразу, в случае чего меня не винить и ничего взамен у меня не просить. Смотрите, какая ситуация. Вот эту орхидею я вообще оставляла себе. И ее муж на день рождения выпросил ее у меня. Ну, думаю, ладно, что ж ты будешь бегать, мучиться по магазинам, забирай эту орхидею. И Татьяна буквально месяца 2 назад начала заниматься орхидеями. Это ее первая орхидея. И смотрите, приехала она, ну, здесь было побольше цветочков-то изначально, когда эта орхидея шла на подарок. Там со временем уронили, сломали, несколько цветочков надломили. Да это вообще ерунда, если честно. Я ее успокаивала. Вот смотрю, да, вот и слушаю ее, и вот она, у нее миллион вопросов. А как это, как то там, допустим, там что с корнем, а это, ну вообще. Конечно, с одной стороны, я вспоминаю себя, какими мы все были, да, глаза тоже выпучим, а это почему, а это что и все, что-то в этом роде. И с одной стороны, я ей завидую белой завистью, что у меня в свое время не было такого учителя, мне никто не мог подсказать. И все сам, все методом тыка, проб и ошибок ты к чему-то приходил. А здесь любой вопрос, любой звонок тебе дадут всегда ответ. Тем более, как я всегда говорю, за те орхидеи, которые я вам продаю, я в коей мере несу тоже за них ответственность. Вы в любой момент про такие орхидеи можете у меня проконсультироваться, спросить, всегда помогу без проблем. Она мне их принесла 2 дня назад. И посмотрите, Таня, знаю, что ты будешь это видео смотреть, прошу не плакать. Вот такая ситуация. У орхидеи, ну, так скажем, отцвел цветочек. Почему такое случилось? Конечно, ребят, для любой орхидеи, будь она больная, будь она здоровая, смена условий, смена вот именно климатических условий, да, для нее является стрессом. Давайте скажем так, что изначально, когда орхидея стояла, была вообще у садовника, там одни условия. Ко мне она пришла, я ее уже все на окно свое поставила, все хорошо, начала приспосабливать к своим условиям. К ней она пришла, у нее, у Тани уже абсолютно другие условия. Сейчас они опять вернулись ко мне, опять другие условия, потом опять и начинается вот это все, естественно, за каждый раз это стресс. Плюс к тому, ну, даже если она ее утеплила, ну, я бы, конечно, потеплее их утеплила. Она в первую очередь утеплила сам цветок. Ну, понятно, что мы орхидеи любим за цветы. Но всегда, ребят, вообще прям всегда вам необходимо только лишь печалиться за корневую систему и за листья. Цветы, я говорю, что это дело наживное. Ну что вот о них печалиться? Ну даже, ну вот она отцвела, ну и ладно. Она вообще когда-то, естественно, цветет. Она же не может всю жизнь вот прям цвести. Нет, конечно. А если, не дай бог, за время транспортировки, пока она ко мне им везла, она ее заморозила.
Ну, ладно, листья еще заморозить, но тоже есть такие степени, да, когда еще терпимо подморозить орхидеи, а и бывает, что так, допустим, недавно в Инстаграме смотрела, там женщина высказывала свое мнение по поводу продавца, что ей отправили орхидеи все замороженные. Вот это, конечно, мне, если честно, на тот момент было жалко ни продавца, ни покупателя, а только лишь орхидеи намертво замерзали. Вот это да. И здесь тоже, допустим, ну, ладно, листик там подморозился, его можно где-то подрезать, подлечить. Но когда замерзать начинает корневая, и болеть корневая, вообще все жизненно и все начало идет от корней. Именно печалиться нужно об этом. А вот это все стрессовая ситуация, это транспортировка. Пусть даже там как ты их не утепляй, но приходя ко мне в мою квартиру, в мои условия, в мой температурный режим, в мою влажность, для орхидеи это стресс. В общем, давайте сейчас поближе вам и расскажу. И вот что хочу я сказать. Почему мне либо радоваться, либо огорчаться. Изначально, конечно, вот она мне их привезла, мы их осмотрели. Что-то я где-то указала, ну, так скажем, в неправильности, да, и такого не должно быть. Тут же на месте тоже вот это все осматривая, все листики и подозревая такой момент, я пришла к тому, что у вот этой орхидеи, которую Татьяне подарил муж, и купил он ее в магазине. Изначально, конечно, хотел купить у меня, но у меня орхидеи не было. Как мне муж говорит, ну продай ты какую-нибудь там орхидею, не ему там вообще, продай какую-нибудь орхидею. У тебя же их вон сколько много. Хотя он меня поддерживает, он меня, меня любит, мои орхидеи, любит мое увлечение, в целом любит. За что тебе, мой муж, огромное спасибо. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, отойду немножко от темы, как у вас дела обстоят именно с вашими вторыми половинками. Пусть даже мужчины же тоже меня смотрят, там ваши жены, ваши мужья, как именно относятся к вашему увлечению. У меня муж хорошо, дай бог, там лишний раз может цветочек подарить, там помочь с подсветками, что-то еще. Не противиться вообще ни в коем разе. То, ребят, есть проблемки. Давайте сейчас поближе их рассмотрим. Ну, давайте начнем именно с той орхидеи, которая была куплена у меня. Изначально я ее себе оставила по причине того, что, ну, я и сорт, вот давайте поближе посмотрим. Такую орхидейку вообще хотела, конечно, себе ее оставить, очень красивая. И у нее было подпорчено несколько корешочков. Вот буквально, насколько я помню, корня 2 или 3. Даже вот не скажу, вот, конечно, это же уже все не упомнишь. Ну, может быть, да, предположим, что вот корень плохой, вот корень плохой, ну и вот корень плохой. Были плохие, да. Я их изначально, когда она у меня стояла, проливала орхидею привикуром. И потом тоже Таня сказала о том, что Таня, вот тебе препарат, обязательно пролей, потому что местами корневая гниль присутствует. И чтобы ее предотвратить, ты ее проливай. Это, ну, так скажем, не то, чтобы я им втюхнула орхидею с гнилой корневой. Нет. Здесь именно ситуация такая, что были подпорченные корни, но гнилостного какого-то откровенного процесса его нет. Если бы у орхидеи была, ну, так скажем, печальная картина именно с корневой системой, тургор у листа был бы также печальным. Если вы посмотрите и заметите, что листья, они как будто бы вниз. Ну нет, ребят, это просто-напросто такой сам по себе лист. Давайте посмотрим. Вот. Ни единой морщинки нет. И здесь тоже у нижних листиков ни единой морщины нет. Это такой сорт, что у орхидеи находятся листья вниз. Ну а в целом состояние ее здоровья нормальное. Переходим вот к этой орхидее, которая была куплена в магазине. Изначально, конечно, у Тани возникал вопрос, именно, знаете, вот такой момент был. Вот это место, вот этого листа, не могу дотянуться,
Оно, конечно, не было вот таким вот желтоватым. Видите, изначально чернота. И вот здесь пошла как будто бы уже каемочка. Я так предполагаю, что вообще, что случилось с листом, это механическое надлом. Просто взяли, может, неаккуратно из пакета вытащили, и случился надлом. Ну ладно, надлом. А вот это вот место может быть также изначально опорой натерли, а может быть и также изначально здесь было какое-то небольшое пятнышко, и вот она грибковость. Это, ребят, грибковость, которая здесь сидит. Но пока на данный момент я смотрю, что она спокойная. Потому что вот здесь возле зеленого листа нет желтизны. Если бы желтизна была, конечно, это бы говорило о том, что прогрессирует. И сейчас, чтобы эта опора мне уже в дальнейшем тут вообще ни в чем не мешала, я ее установлю в другое место, отодвину от шеи. Вот так, нормально. Все, и шея теперь свободная, и есть доступ к ней. В первую очередь для своего спокойствия и для спокойствия хозяйки я эти места прикрою. Пусть даже все спокойно, все нормально. Лучше предотвратить. Беру вот такой биологический препарат, который содержит Bacillus subtilis. Он в виде порошка. И просто-напросто это место кисточкой промазываю. Он сухой порошочек. Можно вот так даже на кисточку взять и вот сюда вот намазать. Но если вдруг что-то здесь пойдет расти, не дай бог, конечно, обязательно мне нужно будет уже сюда вмешаться и брать более тяжелую артиллерию в виде Максима, фундазола, что-то в этом роде. А пока вот этого будет достаточно в качестве профилактики. Ребят, вот если честно, по мне так корневые гнили, там гнили на шее, ну это ерунда. По сравнению с тем, что я выявила для себя. Давайте посмотрим вот на такой момент именно с цветочками самого растения. Местами можно наблюдать, что есть вот такие вот пятнышки. Это, ребят, два случая. Либо грибковость, даже три, либо механическое повреждение, либо вредители. Вот это вот пятнышко. Их здесь, ну, буквально на каждом цветочке. Вот даже маленькое, незаметненькое пятнышко. Вот здесь тоже есть это пятно. И вот такая вот картина. Ладно. Но предположение о том, что все вот эти предположения, конечно, имеют место быть. Ладно, идем дальше и изучаем орхидею. Что же у орхидеи мне еще не понравилось? Смотрите, вот такая ситуация с шеей. Ладно, еще то место. А вот видите, именно у основания сам лист, он начинает вот так вот, как будто бы портиться. И здесь, знаете, можно так вот сказать, и не грибковость, не видно, да, что гниль идет. Но и с другой стороны, что-то портит, что-то орхидея портит. Ладно, идем дальше. Вот. Есть тоже такая точечка небольшая. Тоже можно было предположить, что механическое повреждение. Если было бы что-то плохое, оно бы отразилось в виде желтого круга. Нет, ничего здесь такого нет. Ладно, идем дальше. Что мне не нравится? Просто вот так вот заглянула под листик. Посмотрите, какую вижу я вмятину. Вот они, вмятинки. Их видно. Также можно предположить, что это водный отек. Такое бывает у орхидей, когда мы даем им большое количество воды. На что хозяйка уверяет, что она ее сильно не поливала. Может быть, конечно, в магазине. Кто их знает, как уж они там за ними ухаживают. Ладно, давайте посмотрим поближе.
Вот на просвет будет вам видно или нет, как будто вот мелкие точки вот так истыканы, тык-тык-тык-тык. Иголочкой как будто взяли и истыкали. И вот в этом месте у листа вот они, видно их точки. Видите, как будто иголочкой натыканы. Вот здесь, вот. И вот такие мелкие точки истыканы. Ребят, это меня сподвигнуло на то, что это красный клещ. Это тот самый убийца и вот паразит. Тут я больше про него никак не могу сказать. Далее, что я сделала? Конечно, я орхидею сразу же протерла ей листики и цветонос. Диск белый водкой. Конечно, местами, ну, вот надо было сохранить, но это было вчера, я уже диск выкинула. Вчера некогда было видео записывать, выкинула. И я там наблюдала местами такой... Это клещ красный, он вообще, ребят, микроскопический. Если вы человек с плохим зрением, вы его вообще не увидите. Ровно до тех пор, пока у вас вот не начнется гниение ствола, и все, и там пипец уже орхидею всю полностью съели. И также красный клещ, что он любит делать? Он любит жить глубоко и далеко вот здесь в пазухах. Там он живет, там он откладывает яйца. И что такое вообще вредитель? Красный клещ – это, конечно, вредитель. Это тот вредитель, который живет на поверхности. Он живет на цветоносах, он живет на цветочках, он живет на листьях. Это не те вредители, которые живут в грунте. С ними бороться, ребят, вообще просто. Просто взял, полил, все, проблем нет. А когда вредитель живет полностью на орхидее в целом, мало того, что он перебегает с места на место, так он еще и размножается на самих орхидеях. Если, допустим, трипс, да, он может, вот, кстати, тоже точка, вот точка, яйца откладывать на самих листьях орхидеи. Красный клещ, он откладывает яйца именно внутри листьев. И что такое вообще вредитель для орхидеи? Это в первую очередь, ребят, они, вредители, начинают делать прокус. Они же с чего-то питаться должны. И питаются они в основном соком растения. Они делают прокусы. Все, покусали. Иногда бывает, если много количества, видите, липких пятен. Это говорит именно про прокусы. То есть укусила, и из этого места вытекает вот эта капля сладкая. Все, они на лапках своих, у них, именно у вредителей, на лапках находятся болезнетворные, вредные споры и бактерии. И они вот начинают это все разносить по орхидее, по листу. На вот эту рану, на место укуса эти споры и бактерии попадают, и орхидея начинает болеть. И что хочу про это сказать? Возможно, это также является тем, что данный вредитель где-то местами прокусил, и образовалась вот такая вот грибковость. Если отодвинуть вот такое безобразие, его необходимо отсюда убирать. Но вот так вот листик я отодвинула, и пока на данный момент смотрю, ну что вроде тревогу бить рано. Если вдруг я вот на днях еще тоже буду просматривать, вот так буду отодвигать и буду прям уже видеть какую-то колонию, я, конечно, все это состригну, не дай бог, придется мне вообще удалять листья в целом. Но именно это также может, вот эта вот чернота, появиться от вредителей. И, ребят, ранее я также пазухи просмотрела, не помню на каком листе, в каком месте я вот увидела его, этого красного клеща. Конечно, в интернете можете про них посмотреть, что за это клещ, как он вообще выглядит, какой он микроскопический и как он поражает орхидеи. Изначально я Татьяне сказала о том, что тебе необходимо листья протереть водкой и далее обрабатывать орхидею вот таким препаратом Аберон. Ребят, только он 2 года назад смог убить и победить именно красного клеща. Я его использую в качестве профилактики. Какие-то блогеры говорят о том, что этого делать нельзя. Для профилактики есть наиболее слабые препараты. Фитоверм, фитощит, там бонофорте спрей от насекомых, что-то еще. Я буду, исходя из своей практики, делать именно так. Пришла ко мне новая орхидея. Я ее обязательно таким методом профилактирую, но зато никакого красного клеща у меня в жизни не будет. Он, знаете, у меня убил такое количество орхидей, что, мама дорогая, теперь я запаслась этим Абероном. В наличии, ребят, есть, Почта России, могу отправить.
И также вам советую в качестве профилактики от вредителей это инсектокарицид. Идет от клещей и от других разновидностей именно вредителей. Все, говорю, спиртом протирай, а бироном тоже опрыскай. На что человек меня не понял, не услышал. Только водкой протерла, больше ничего не стала делать. Вот свою орхидею я изначально обработала и абероном, и всем. Почему вообще необходимо обрабатывать водкой? Даже зная, есть тут насекомые, есть ли тут вредители, зная, не знаю. Мы изначально, если даже кто-то здесь живет с той же водкой, мы вообще просто удаляем самого главного вредного маточного вредителя. Все, мы его смахнули. Конечно, основная часть, она все равно здесь будет жить, но тем не менее, какие-то там, не знаю, яйца, даже если вредители, и у вас получается чистый лист. Когда лист чистый, то всякие удобрения, стимуляции и вот эти вот препараты, они лучше всего ложатся, и орхидея их усваивает. Пока сижу здесь, разговариваю, смотрю, видите, на листьях местами есть вот такие вот вкрапления, ну, светло-коричневого цвета. Тоже может говорить именно про след данного вредителя. Каковы теперь мои действия по отношению к этой орхидее? Я ее спиртом, конечно же, протерла и буду ее обрабатывать самим данным препаратом. Сейчас ее в ванную сношу, дисперсно ее опрыскаю со всех сторон, даже в пазухе. Даже несмотря на то, что здесь вот есть вот эти, да, черновинки, что-то еще. Ладно, я буду в первую очередь убивать вредителей. Если вдруг вот эта чернота от этой влаги, которую я дам, начнет прогрессировать, я ее пролечу. Цветение, ребят, вот была бы моя орхидея, я бы его удалила. Потому что также клещ, он, видите, вот эти вот точки, давайте-ка насчет этого тоже внимание вам ваше заострю. У меня была чисто белая орхидея. И вот, ну, чисто белый, да, вы понимаете, что за этот цвет. На ней вдруг что, какие-то повреждения будут видны сразу. Я заметила вот такое пятнышко. Оно вот было именно таким цветом. Замечаю вот на одном цветке, на следующий день на другом цветке. И я начала смотреть, копать орхидею, ну, в плане того, что осматривать. И также у нее заметила, что был красный клещ. С одной стороны, очень хорошо, когда орхидеи какого-то белого, светлого цвета, если что, можно заметить. И в такие моменты я, конечно, цветение убираю. Орхидею абероном обработала. Все листики ей со всех сторон опрыскала, цветонос опрыскала. Если цветочки, почему я сейчас не стала цветочки опрыскивать, если их опрыскать, то от аберона они отцветают. Я спрошу у хозяйки, что для нее будет важнее в первую очередь. И там мы уже решим. Но я бы убрала. Конечно, ребят, жалко с одной стороны, но в первую очередь вам необходимо жалеть растение. Уже во вторую очередь это само цветение. И по самому грунту, по состоянию ее корней, мы видим, что орхидея хочет пить. Кстати, названия у нее нет, а есть вот такие просто-напросто цифры. Кто-то мне также в комментариях писали, название пишется на горшке. Нет, ребят, не всегда. Кто-то даже ей вот эти цифры не ставит. И давайте сразу сейчас будем орхидейку поливать. И поливать обязательно с абероном, обязательно от вредителей. Я развожу его 1 мл на 2 литра воды. Но даже 2 литра мне сейчас много, поэтому взяла 0,5 мл аберона на 1 литр воды. Погружаю полностью, потому что здесь нет никаких не то в стаканах, ничего, и поэтому полностью ее можно погрузить. И вот это место, ребят, у меня, видите, намочилось. Так как здесь у меня был бациллус. Сейчас мне уже будет необходимо повторно еще раз промазать. Данная орхидея здесь будет поливаться 30 минут. Эту орхидею я изначально вообще, когда она пришла, обрабатывала абероном. Сейчас, когда Таня мне ее принесла, я ее также обработала абероном. Ребят, вот всегда говорю о том, что и новички, для тех, кто не знает, когда вы приносите домой новое растение, обязательно орхидею обрабатывайте.
Возьмите даже тот же фитоверм. Пусть вам он не поможет от красного клеща, но вы все равно его возьмите и орхидею хоть как-то, хоть чем-то, хоть от каких-то вредителей профилактируйте. И если есть желание, обязательно приобретайте такой препарат. Я с ним работаю давно, он мне нравится, он так меня помог, и он так спас мои орхидеи. Но не поленитесь вы, возьмите вы один раз в качестве обработки орхидею, протрите, опрыскайте, пролейте, и тогда у вас не будет проблем. И даже сейчас орхидею я вот один раз опрыскала. Через 10 дней, даже может быть через неделю, мне нужно будет еще один раз опрыскать. Итого 3 раза. Прям 3 раза необходимо будет сделать. И я когда убивала красного клеща в своей коллекции, мне хватило всего лишь одной обработки. Но ладно, уж чтоб наверняка. Если бы изначально Таня обработала бироном так, как я сказала, орхидею, этих бы проблем сейчас не было. И я, конечно, буду их содержать отдельно вот здесь рядом на тумбе, а все лишь напросто потому, что, ну не дай бог. Не дай бог я какую-то свою орхидею заражу, если я сейчас вот вновь прибывшую поставлю к своим орхидеям, ну вы сами понимаете, что это может быть. И я всегда говорю, когда вы приносите домой растения, содержите орхидею в карантине. Это ладно, я вот на нее посмотрела, да, и по этим всем факторам выявила, и поняла и увидела это. Не просто так я сижу и вам про это говорю, и тут страсти вам рассказываю. Я его увидела, этого красного клеща. И теперь, конечно, предпринимаю насчет нее лечения. А если вы новичок? А если вы вот даже знать не знаете, кто такой вообще красный клещ и что он вообще бывает, вы его заметите уже тогда, когда он практически съест вашу орхидею. И чтобы он не съел вашу орхидею, возьмите вы, приобретите себе вот такой препарат. Я вам прямо его советую, прямо вам его рекомендую. Конечно, есть различное огромное количество инсектоакарицидов от вредителей, но ранее которыми я пользовалась, которые также рекомендуют производители именно от клещей. Он мне не помог. Что я только не делала. Чем гельцидами даже обрабатывала это. Препарат идет для домашних животных. Вообще ничего не помогало. Поэтому обязательно приносите орхидею домой. Обработка от вредителей. Профилактика любым препаратом, даже тем же жидким можно. Либо вот субтилиус бациллиус от корневых гнилей. И обязательно ставьте, вот даже у вас, ну пусть это первая орхидея, пусть у вас есть фиалки, больше ничего другого нет. Отдельно от любого растения вообще. Вредитель, вот он. Случился здесь вредитель. Все. Это получается, знаете, я бы так, наверное, сказала, эти орхидеи живут в белой рубашке. Потому что, ну, видите, ситуация как повернулась. И сейчас орхидея, если бы не я, Таня бы этих вредителей ни в коем случае бы не распознала. Она бы также ухаживала, что-то сделала. Потом по прошествию времени, ой, там что-то случилось. А здесь она мне дала их на передержку. Я изначально выявила все это. И теперь, конечно же, все у орхидей будет хорошо. Они в хороших, надежных руках. В основе новички. Не делайте таких ошибок. Не повторяйте. А сделайте ровно так, как я вам уже сказала и показала в данном видео. И никаких стимулирующих препаратов на данный момент использовать по отношению к корневой системе ни в коем случае не нужно. Во-первых, потому что орхидеи цветущие. Начнете давать стимулирующие препараты, начнет быстро отцветать. Никаких удобрений вообще. От слова вообще нельзя использовать к вновь прибывшим орхидеям, и они еще к этому цветущие. Стимуляцию я даю ровно тогда, когда вот у этих новеньких орхидей начинается рост корней, и орхидея цвела. Тогда можно давать. Когда орхидея уже обросла и, допустим, месяц, где-то 2 находится у вас дома, если вот прям сильно руки чешутся, вы можете, конечно, орхидею удобрить. Но я тоже не приверженец этого, и я стараюсь это делать уже тогда, когда орхидея сама начинает выгонять цветонос. Все, ребят, думаю, что данное видео было для вас познавательное. Всем спасибо большое за просмотр.
Всем пока!